Здрасте, милые ребята, пионеры, октябрята, мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. Южная Осетия никогда не была в составе Грузии. Какое отношение вообще Грузия имеет к Осетии? Значит, Осетию разделили по Кавказскому хребту. Значит, южная часть, это Южная Осетия, они отдали Грузии, а северная часть, то есть Северная Осетия, осталась в составе России. Еще раньше, 20-е годы, когда силой присоединили Южную Осетию к Грузии. Президент сепаратистской Южной Осетии Леонид Тибилов собрался переименовать республику. Он хочет назвать ее Южная Осетия-Алания по аналогии с российским регионом Северная Осетия-Алания. Весь мир должен знать, что есть проблема разделенного народа, пояснил Тибилов. Он также выразил уверенность, что в будущем две Осетии объединятся в Аланию в составе России. Это мечта нашего народа, подчеркнул он. В ночь на 8 августа Тбилиси начал штурм Цхинвала. Артиллерийскому обстрелу подверглись жилые кварталы и городок российских миротворцев, которые работали в регионе с начала 90-х. Москва была вынуждена встать на защиту людей, среди которых были граждане нашей страны, а также своих военных. Скифы говорили на том же языке, на котором говорят осети. Здесь наличествует то, что говорит именно о том, что здесь живет тот народ, который здесь жил, который является именно потомками ранее здесь проживающего народа. Индоевропейцы, именно индоевропейцы. До свидания. Спасибо за внимание. Вот, тут и сказки. Это исследование знаменует собой начало цикла выпусков о таком понятии, как Южная Осетия. На основании документов, летописей и книг осетинских ученых вы узнаете, когда появилось нынешнее название для данной области, являются ли осетины давними жителями Южного Кавказа, а также каковы были геополитические цели в создании осетинской автономии. В этой и последующих частях мы обсудим с вами текущее положение и коснемся войны августа 2008 года. Допускаю, что видео вызовет глобальный тектонический сдвиг в головах адептов путинской внешней политики, а последователи Соловьева будут полыхать похлеще тайги на Дальнем Востоке. Потому с каждого адекватного человека ожидаю лайк, коммент и подписку. Давайте созидать человеческое общество, основанное на взаимном уважении и знаниях, а не на баснях из телевидения. Особенностью моих видео является то, что вы можете быть с ними не согласны, вы можете на меня обижаться, можете топать ножкой, можете даже написать в комментах, что я агент Госдепа, но вы ничего не можете ответить на документы и факты. Все, что вы можете, это молча наблюдать за тем, как ваши сказки и легенды становятся пылью. Поехали! Официально понятие Южная Осетия в следующем году отметит свое столетие. Да-да, вы не ослышались, Юго-Осетинская автономная область появилась на свет в том же году, что и Советский Союз. Кстати, два этих события взаимосвязаны, как вы поймете позже. До начала 20 века на этой земле никогда не было ни одного даже намека на существование какой-либо осетинской автономии. Скажу больше, само наличие осетин на Южном Кавказе вызывает очень много дискуссий. И чтобы это выяснить окончательно, нам понадобятся документы, а также мнение уважаемых осетинских ученых. Для начала небольшое, но очень важное отступление. Осетины как нация не являются чем-то единым, а делятся на несколько субэтносов. Каждый из них имеет свое самоназвание, то есть де-факто это были отдельные племена с собственной самоидентификацией, но сейчас их объединяет общий язык. И как вы можете видеть, лишь один из этих субэтносов населяет Южный Кавказ. Их именуют туальцы. Сами себя они называют туалы или твалы. Запомните это название, оно нам понадобится чуть позже.
А пока ознакомимся с официальной осетинской позицией. Думаю, что невозможно найти более осетинофильского ученого, чем господин Ванеев. По ходу повествования в нашей дискуссии будет также участвовать и выдающийся осетинский языковед Василий Иванович Абаев. Ванеев Захарий Николаевич, профессор, доктор исторических наук, заслуженный научный деятель и основоположник Юго-Осетинской исторической науки, основатель и первый директор Юго-Осетинского научно-исследовательского института. Этот человек – фундамент и основа всего, что можно назвать осетинской наукой. Еще в начале 20 века он был активным участником создания автономии для осетин на Южном Кавказе, а его знания и компетентность не подлежат никакому сомнению в осетинском академическом обществе, так как по сути он его и создал. Потому давайте будем ссылаться на выдающегося академика, чтобы выяснить, как выглядел путь к появлению такого понятия, как Южная Осетия. Господин Ванеев довольно четко дает нам понять, что осетины являются беженцами на Южном Кавказе. Как он пишет, этот факт является общеизвестным. После нашествия монголов, а также вследствие сложившегося экономического положения, осетины вынуждены были искать спасения у соседей. Остается только выяснить, когда, собственно, количество беженцев на землях, что потом назовут Южной Осетией, стало большим, чем количество местных жителей. Это и является основной темой дискуссии, так как упоминания осетин на Южном Кавказе до нашествия монголов отсутствуют вовсе. Академик Ванеев не единожды указывает на то, что ему не хватает документов и данных для того, чтобы однозначно ответить, когда и как появились южные осетины. Но вместе с тем он советует каждому, кто хочет докопаться до истины, пользоваться грузинскими летописями, как наиболее надежным источником. Осетины до 20 века не имели своей письменности, и поэтому для истории их отсутствуют какие-либо письменные исторические памятники на осетинском языке. Исторические сведения об осетинах приходится искать в письменных памятниках других, более культурных народов, с давних пор обладавших письменностью. Сведения об осетинах, довольно скудные, мы находим в грузинских летописях. Что ж, мы последуем совету выдающегося осетинского ученого и ознакомимся с летописями южного соседа. Помните, как в начале я упоминал название одного из субэтносов в составе осетинской нации? Сейчас они считаются частью осетин, но так было не всегда. До 17-18 века они везде упоминаются как автохтонные кавказцы, не имеющие никакого генетического отношения к овсам, то есть к осетинам. Об этом упоминают как советские ученые, так и античные летописи. Автор географии называет двалов среди грузин-горцев, дагестанцев и четко отделяет двалов от алан. Подтверждение этому факту мы находим также в общей политической и этнической ситуации того времени, поскольку к VII веку нет оснований предполагать широкую языковую иронизацию населения высокогорных территорий центральной части Кавказского хребта. Трудно хронологически определить момент завершения процесса ассимиляции двалов аланами, а также выяснить, имело ли место вытеснение древнедвальского населения и перенесение имени двалов на вновь пришедших алан. Тут же сказано, что документы с XI по XVII век четко отделяют осетин от двалов, а осетинская земля, Овсети, всегда стоит особняком от земли двалов, Двалети, считая их не больше, чем соседями, но никак не единым этносом. И только к XVIII-XIX векам их начинают объединять в нечто общее, указывая два названия по отношению к местным. Приведенные материалы показывают, что наличие в грузинских источниках имени Двалы и Овсы в разные исторические периоды отражало различную этническую ситуацию. В эпоху позднего Средневековья имя Двалы соотносилось с осетиноязычным населением, тогда как этническая сущность двалов в античное время была иной. То есть в античности ни генетически, ни лингвистически двалы не были связаны с осетинами, а были отдельным автохтонным кавказским племенем, использующим в отличие от осетин местный кавказский язык. Таким образом, судя по письменным свидетельствам, этническая сущность имени двалов на протяжении примерно 2000 лет менялась. В античное время это кавказоязычный народ, в раннее средневековье подвергшийся аланизации, хотя последнее верно лишь в том случае, если двалы не были оттеснены пришлыми аланами из этих районов. Нерешенным пока остается также вопрос, на каком из кавказских языков говорили двалы в античное время,
хотя косвенные данные свидетельствуют в пользу нахских языков. Названия отдельных осетинских обществ прослеживаются не ранее 18 столетия. Я понимаю, что очень много данных, потому давайте подведем небольшой итог. Что нам известно на данный момент? В ущельях Кавказа жило племя, носившее название Двалы, а эта область именовалась Двалети. Генетически и лингвистически они были близки к соседним автохтонным кавказцам. После нашествия монголов в эти ущелья двинулись овсы, они же осетины, населявшие до этого низменность и степи. То ли вследствие численного господства, то ли иных обстоятельств, двалы постепенно испытывают на себе ассимиляцию осетин. И хотя собственную самоидентификацию они будут иметь еще многие столетия, языком общения у них к 16-17 веку уже становится осетинский. Сами же осетины, поселившиеся в Двалете, начинают именовать себя так же, как и местные – двалами или туалами. Судя по всему, из-за того, что уже существовало устойчивое название для жителей этой области. Со всем вышесказанным согласны как летописи, так и наш уважаемый гость, осетинский академик Ванеев. Цитату из этих летописей он использует в своей книге. Во время же похода чингизовых ханов, особенно же Батыя и Архана, разорились и опустошились города и строения их, и царство овсов превратилось в мтоварство, княжество. И овсы стали убегать внутрь Кавказа, а большая часть их страны превратилась в пустыню, каковая и ныне Черкесия. И кроме того, после прибытия Тамерлана и взятия Константинополя турками, стали теснить овсов, и они вступили в Кавказ и покорили племена кавказцев, которые суть двалы. Важно отметить, что тут двалы названы кавказцами, в отличие от теснивших их жителей долины овсов. Ванеев любезно делится с нами своим замечанием о том, что для него в этой летописи действительно важно. Академик нацеливает наше внимание на том, что осетины жили на плоскости, пока их оттуда не выгнали адыги. Этот тезис не единожды всплывает в книге ученого, но факт заселения кавказских возвышенностей осетинами во всех источниках описан одинаково. Значит, до этого момента все понятно. В 15-16 веке осетины селятся в ущельях Двалети и за несколько сотен лет смешиваются с местными двалами. Но остается неясным, а кто тогда были двалы? Вот здесь единого мнения нет ни у одного из ученых, так как известно о них немного. Но давайте изучим то, что есть, и попытаемся сделать выводы. Двалы – первоначально особое племя, широко распространенное с собственным языком, позже полностью вошли в состав грузинского народа с тех пор, как грузинский церковный язык был принят при царице Тамар. Однако они потеряли многие из своих высоких долин из-за осов, которые двигались на юг из-за хребта. В так называемой Южной Осетии более чем достаточно сванских топонимов. Даже название столицы Цхинвали – это не что иное, как грузинское слово, и упоминается еще до появления в этих местах осетин. Оно и неудивительно, эта область находится по соседству со Сванети, а как известно из летописей, сваны жили почти на всех смежных землях. В источниках XIX века Клапрат, описывая балкарские общества, сообщает, что деревня Хулам населена сванской фамилией, которая одевается совсем по-эмеретински и называет себя сванами. Они живут не только здесь, а также в соседнем Кашкатау. Вот еще один увлекательный факт. В античности Казбек и население у его подножия называли Сона или Сена. Таким же словом адыги и осетины называли сванов. На этом моменте, если бы я был осетинским ученым, можно было бы смело заканчивать это видео со следующим выводом. Вот вам похожее название, все сходится. Двалы – это сваны. Но я считаю, что схожесть топонимов и экзонимов – это лишь косвенный показатель, что не может считаться достаточным для таких заявлений. К тому же в античных летописях двалы очень часто упоминаются вместе со сванами, их описания очень похожи, но все же, видимо, это были близкие соседние племена, а не единое целое. Как я и сказал выше, сейчас почти невозможно точно установить, были они изначально отдельным этносом или же одним из грузинских племен, но не вызывает сомнений, что до появления в этом месте осетин, двалы уже были частью грузинского общества. Известный христианский мученик XIV века Николос Двали был одним из таких.
Выходцы из Двалети уже тогда получили грузинские фамилии, обозначавшие место жительства, такие как Двали и Двалишвили. Думаю, что самые внимательные сейчас скажут: Даиф, несколько минут назад в одном из источников ты показал, что язык двалов мог быть близким с нахскими обществами. Молодцы, я знал, что вы у меня наблюдательные. Действительно, часть ученых находит в двалах нечто общее с ингушами, чеченцами и бацбийцами, но как это возможно? На это у меня тоже есть что ответить. Ну, как минимум, ингуши и сейчас живут в 20 километрах от Двалети, а несколько сотен лет назад они вообще жили по соседству. А как максимум, снова заглянем в античные источники. В пору же хазарского пленения все пребывали в мире в силу крепости страны и не вмещало людей Дурдзукети. Тогда же Саурмак привел с собой всех дурдзуков, половину рода кавкасианов. Некоторых из них сделал родовитыми, остальных посадил в Мтиулети, от Дидаэти до Эгриси, которая есть Суанети. Конечно же, тут дано довольно общее описание этого события 2000-летней давности, но оно также может иметь значение в нашем поиске ответов. Двалети отлично подходит в качестве места, куда могли заселить союзников дурдзуков. На западе Сванети, на востоке Мтиулети, а далее Дидоэти. Как я уже сказал, ученые не могут точно ответить, кем были двалы, но путем компиляции нескольких исходных данных можем выдвинуть допущения на основании известных нам фактов. Двалы точно не были осетинами, так как последние тут появились не так давно. Также и античные источники считали их отдельными этносами. А один из известнейших осетинских ученых, языковед и этимолог Василий Иванович Абаев в своей книге однозначно написал, что название племени Двал или Твал имеет кавказское начало и не может быть связано с осетинским языком. Топонимы и экзонимы указывают на близость местных к сванам, а схожести в языке на нечто общее с нахскими племенами. Похоже на то, что двалы имели смешанный состав и тех, и иных, но находясь в замкнутом ущелье, появилось некое отдельное самосознание. Таким оно и оставалось вплоть до монгольского нашествия, когда тут появились осетинские беженцы. Они влились в этот общий котел и стали частью двальской идентичности. Окончательно же настоящие двалы исчезли, когда эти ущелья были массово заселены осетинами, вытесненными с долины адыгами. Они видоизменили самоназвание двалов и стали туалами. Итак, можно ли сказать, что такое понятие, как Южный Осетин, появилось в 17-18 веках? Нет, и на это есть несколько объяснений. Для начала нужно понимать, что Двалети не соответствуют землям так называемой Южной Осетии, это лишь малая часть от нее. Двалы жили в ущельях самого Кавказа. Сейчас вы можете видеть, где находилась Двалети, учитывая нынешнюю политическую ситуацию. Эти земли в большей степени находятся на юге Северной Осетии и технически не очень-то и относятся к Южному Кавказу вообще. Любой из вас может вбить в Google Туальское ущелье и лично убедиться, где оно находится. А движение этого населения на южной низменности началось не так давно. К слову, вы можете убедиться в этом, ознакомившись со статистикой этнического состава Цхинвали, где в конце 19 века еще не было ни одного осетина. Это видео вы можете найти на канале. Еще одним важным моментом было то, что этнически двалы имели очень смешанный состав. И хоть языком общения у них уже был осетинский, большинство еще не считало себя единым целым с осетинами. Собственно, как и осетины, считали их чем-то особым даже в 19 веке. Осетины на южном склоне хребта занимают область, известную в грузинской географии под названием Двалети. Северные осетины называют их общим именем Туалта. В культуре современных двалов-осетин менее всего прослеживаются связи с их историческими предками, ираноязычными аланами-степняками, а более с античными валами, локализуемых в этих же областях Центрального Кавказа. Хотя язык последних, видимо, не принадлежал к иранской группе языков. Что же такого случилось в эту эпоху, после чего двалы или туалы внезапно почувствовали себя осетинами? Об этом вы узнаете в следующем выпуске на канале Даиф. Внизу под видео вы можете попытаться угадать, какое событие стало основоположником для появления у двалов осетинского самосознания и движения за создание автономии.
Кто будет ближе всего к истине, увидит свой коммент в следующем выпуске. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим видео в соцсетях. А на сегодня у меня все. Увидимся в следующей части. Мир вашему дому.